Всем привет! Как вы уже догадались, сегодня мы опять находимся на рыбалке. Особенность данной рыбалки в том, что мы абсолютно на новом месте, здесь мы ни разу не были. Ловить мы будем на Десенке, возле Петровского железнодорожного моста. Сейчас вкратце расскажу, как мы сюда добирались. Встретились мы возле станции метро Берестейская, дошли до остановки электрички, которая называется Рубежовский, и доехали до станции Троещина 2.
забыл сказать, что ловить мы будем на левом берегу. Какая рыба сегодня будет, мы абсолютно не знаем. Уже началось лето, и поэтому мы все-таки надеемся поймать нашего долгожданного леща. Но это, конечно, не факт, но всякое может быть. По крайней мере, мы постараемся. Как всегда, сразу скажу про прикормку, чтобы мы потом не повторялись. Я буду сегодня ловить на прикормку от фирмы Brain. 1 килограмм прикормки плотвичной и 1 килограмм прикормки лещевой. И также я, когда буду увлажнять, в воду добавлю мелассу с ароматом кориандра. Влад? А я буду ловить на флагмановский микс двух прикормок, универсал конопля и фидер анис. И немного добавлю вареного гороха. Ты сегодня будешь на 2 удилища ловить? На 2 удилища 2 дистанции. На одно удилище буду ставить просто горох, кашу в надежде на леща. На второе рабочее буду забивать прикормом покупным. Все понятно. Сейчас мы, как обычно, раскладываемся, ну и будем начинать ловить. Вот эта лещевая прикормка довольно такая крупнофрикционная. Как видите, она светлая. А плотвичная, она немного темнее и она мелкофрикционная. Сейчас я это смешаю, думаю, получится цвет какой-то такой средний. Ну, как бы получилась прикормка такая более темная, но не черная. Такого светло-серого цвета. Запах у нее сладковатый. Но это, наверное, за счет лещевой. Теперь сюда мелассу с ароматом кориандра. Действительно пахнет кориандром так насыщенно. Сейчас утро, еще прохладно, и меласса немного густая. Теперь это хорошо перемешиваем с водой. Все, перемешал. Теперь сейчас я буду увлажнять прикормку. Расскажу сразу, как я все это буду делать, чтобы потом, лишний раз это все не снимать, чтобы не тратить время и не удлинять наш фильм. Значит, сейчас я увлажню прикормку. Первый раз она постоит, потом увлажню второй раз этой же водой с мелассой. Она постоит еще раз. И затем, когда она второй раз у нас напитается водой, я ее, как всегда, пробью через сито с ячейкой 6 мм. Тут как раз сейчас едет поезд. И поезда сегодня будут часто ездить, поэтому, если я буду сильно кричать, то и прошу прощения. Ну что ж, мы уже разложились полностью, прикормка наша уже готова. Мы пробили только что точку лова. Дистанция получилась примерно где-то 44-45 метров. Глубина примерно там, так визуально по падению кормушки, где-то ощущается метров, где-то 6, где-то метров 6, может 7, вот так вот примерно это все. Сейчас будем начинать ловить. Наживка у нас сегодня это червь и опарыш. Возможно, будем подсаживать еще пенку. Течения здесь у нас сильного не будет, потому как это десенка, здесь течения особого никогда не было. И кормушки у нас будут где-то, я поставил кормушку 80 грамм, просто у меня легче с собой нету. У Влада кормушка... У меня 100 грамм, потому что тоже пластиковая, у меня легче нет. Да, кстати, здесь еще такая особенность, вот здесь у нас трава, прямо возле берега. Поэтому здесь металл, я вот металлом пробивал дно, потому что на металле у меня стоят шипы, шипованная кормушка с грунтозацепами. И эти грунтозацепы хорошо пробивают дно. И здесь она тяжело очень, плохо всплывает и все время достаешь с травой. Поэтому здесь идеально ловить именно на пластиковые кормушки.
потому как они всплывают там заранее еще, то есть они всю эту траву проходят поверху. Вот, поэтому у нас вот такая вот сейчас будет рыбалочка. Посмотрим, как она пройдет. Естественно, мы будем показывать все, что мы поймаем. Если что-то поймаем, в конце покажем наш улов. Ну, то есть будем надеяться, что рыбалка будет, ну, хоть как-то интересной. Ну, в общем, начинаем ловить. Очень, я бы сказал, непривычная поклевка. Да, поклевка какая-то такая необычная. Карась, что ли? Необычная поклевка, как для фидера. Ну, не то, что как для фидера, как для меня. Но спешить не будем, сейчас немного подождем. Тут зацепов нету, поэтому я думаю, если рыба нормально засечется на крючок, то она вряд ли сойдет. Главное, чтобы она продолжила клевать. Ну, первая поклевка на новом месте, она всегда радует. То есть на новом месте никогда не знаешь, будет ли вообще какой-то клев. Сейчас у меня стоит червь с опарышем без пенки. Поводок не длинный, где-то сантиметров 60. Поклевочка продолжается. Кто-то заинтересовался. Хочется подсечь, но... Может и сидит, не знаю, ну не хочу спешить. Что-то подзатихло. Ладно, проверю. Да, что-то есть, но я так понимаю, что не крупное. Ну, хотя бы будем знать, что здесь есть. Окушок. Вот почему поклевка для меня была необычная. Потому что окуней я на фидер вообще очень мало ловил. Возможно, поэтому и другая белая пока молчит. Да, вот такой вот окушок. Хищник, возможно. Окушок. Да, заглотил, конечно, он туда в шахту. Ну, в общем, вот такая вот первая рыбка у нас на этом месте. Так, просидели мы уже где-то около часа после моего первого окуня. И вот у нас вторая поклевочка. Поклевка была очень резкая, внезапная, мощная. Ну, вроде бы что-то пока есть. Сейчас узнаем, что это. И это опять окунь. И это опять окунь. Вот такой вот. Ну, точно такой же, как и предыдущий. Опять сильно заглотил. Буду сейчас его доставать. Так, у меня третья поклевка. Но эта поклевка уже более аккуратная. Буду надеяться, что это не окунь. Кстати, второй окунь у меня клюнул на 3 опарыша и салатовый пенопласт. Сейчас стоит на крючке 2 опарыша, один красный, один белый и тоже пенопласт.
Похоже, что ничего нет. Наверное, надо было еще подождать. А не, что-то есть. Но мелко. Я его даже почти не чувствую. Ура! О! Это плотва. Наконец-то мы поймали хоть одну мирную рыбу за сегодня. Это уже немного радует. Потому что мы окуней не очень настроены сегодня ловить. Тоже заглотила, пока я ждал. Вот такая вот плотвичка. Сегодня мы решили закончить нашу рыбалку немного пораньше, потому как сегодня был очень слабый клев. Ну, клевало где-то часов до 12, ну, максимум до 12:30. Я поймал сегодня 2 окуней, все остальное у меня была плотва. Ну, а Влад сегодня наконец-то дождался и поймал хорошего подлещика, да. Это был сегодня самый такой трофейный улов. В общем, все, сейчас мы будем собираться. Я не знаю, улов у нас улов у нас сегодня чисто символический. Я свою рыбу решил отдать Владу, потому что, ну, там смысла нет, но если все это дать одному, то тогда, конечно, можно будет там сделать какую-то тараночку, потом вместе встретиться и ее вкусно покушать. Ну, наверное, мы улов, наверное, покажем не каждый свой. Наверное, мы все это вместе просто сгрузим в один тазик и покажем как бы наш общий улов на двоих. Ну вот и все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. До новых встреч. Пока.
Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.